Всем привет! Это видео для людей, интересующихся ремонтом, перепланировкой пространств и подобными темами. Вот план моей квартиры. Я сейчас не живу в ней, я туда буду переезжать. Эта квартира сейчас стоит почти пустая. Мебели нет в большинстве помещений. И хочу рассмотреть вместе с вами планировку, пожаловаться на то, как, сложно мне далось расположение предметов мебели в таком метраже. Квартира находится в Берлине, поэтому все подписано на немецком языке. Сейчас у нас полностью пустая квартира, кроме мебели в кухне. В кухне стоит та мебель, которая расположена на данном плане, но немножко в другом порядке, и здесь не хватает еще одного шкафа рядом с мойкой. На самом деле стоит еще один шкаф, такая колонка высокая, да, больше высоты, чем столешница, в ней там встроенная духовка. Эту квартиру мы купили уже с кухней, то есть попалась вот нам такая квартира, в которой уже была встроена кухня, и хозяин не захотел ее забирать, потому что хозяин живет там в третьей стране. Эта кухня досталась просто нам. Остальные помещения пустые. Спальня 14 метров 67 пустая, коридор 6 метров 24 тоже пустой, гостиная 20 метров и 3 тоже пустая. В ванной 4,42 метра, вот она такая продолговатая. Стоит сантехника, но она стоит совершенно не в тех местах, в которых она указана здесь на плане. Она стоит просто по левой стенке, что сразу бросается в глаза. Ну, может быть, конечно, ничего. Ну, мне бросается в глаза то, что вот очень вытянутая квартира. Да, еще есть балкон, но балкон не застекленный, поэтому даже не буду его рассматривать как помещение. Конечно же, вытянутая квартира, и сразу кажется, что это довольно неудобно. Тем не менее, мы ее все равно купили, потому что она нам подошла по другим параметрам. Сложность вызывает продолговатая форма кухни, странная форма коридора и продолговатая и очень маленькая форма ванной. Что я решила сделать? Я решила сделать визуализацию и накидать предметов в эту квартиру, чтобы было примерно понятно, какие предметы должны в ней находиться. И вот я хочу сейчас показать, что у меня из этого получилось. Давайте, наверное, даже начнем с прогулки визуального тура. Я буду объяснять, что я поставила. Значит, у нас вот здесь находится дверь. Ой, да, вот как будто мы зашли. Здравствуйте. Вот мы вошли в квартиру, и, значит, что мы видим? Что, во-первых, полно дверей. Вот эта дверь в ванную, эта дверь в гостиную, там уже что-то стоит. И еще есть дверь в спальню, после двери в спальню, дверь в кухню. Форма коридора – это что-то потрясающее. Здесь одни сплошные углы. Вот угол, то есть, это просто, видимо, какая-то несущая конструкция, какая-то балка. Вот она точно так же указана здесь вот на плане. Внизу можно видеть вот эту маленькую такую ступеньку, которую никуда не денешь. В кухне есть вот тоже такая же ступенька, и в жилых помещениях тоже есть эти ступеньки. В общем, это просто караул. Сложность в чем? Нужно расставить мебель, и вот какую вообще мебель сюда можно расставить. Единственное, на что приходится надеяться... Давайте закроем дверь, чтобы нас не подслушивали. Блин, да что ж такое? Что мне обязательно нужно в коридоре? Конечно, какое-то хранение для обуви. В общем, не обращайте внимания на цвет мебели. Я просто в бесплатной программе нашла всю эту мебель и вот подняла стены из чертежа, да, из плана. Поэтому неважно, как сейчас это все выглядит с точки зрения дизайна, цветов. Я просто хотела посмотреть, какая вообще мебель, как она может выглядеть в интерьере и куда ее можно впихнуть. Очень маленькое вот здесь расстояние между двумя дверями в разные помещения. Здесь на самом деле сантиметров 60. Вот. Я надеюсь, что мы сможем найти и купить какую-то галошницу-обувницу шириной 60 сантиметров. Вот, потому что, вот эта стандартная икеевская, мне ее пришлось сжать по бокам. И, в общем, она все равно сюда не проходит. Есть угол, вот еще есть угол. На плане тоже видно, что вот есть угол между обувницей и следующей дверью.
Ничего я не придумала лучше, как сюда просто впихнуть какую-то полку угловую. Здесь, в этой программе, я нашла вот только такую полку без дверей, но она хотя бы угловая. То есть мне бы хотелось, чтобы это была закрытая полка, чтобы не было вот этой пыли, чтобы поменьше хотя бы нужно было не так часто протирать, ходить вот эти вот все полочки. Но в целом я посмотрела по моим местным немецким магазинам мебели, и ну, что-то можно найти, да, можно найти угловое, конечно, это больше либо открытое, либо что-то, что подходит для ванной, но с ванной у меня тоже большая проблема, это я дальше расскажу. На плане у нас есть место, которое хорошо подходит под шкаф в коридоре. Конечно же, мне нравится, что здесь есть вот эта вот ниша, это очень выгодно, удобно, как раз хорошо подошло бы под шкаф или под какую-то вот систему хранения курточек, и сюда можно было бы вставить как раз полноценный комод для обуви, но мы хотим сушильную машину. То, что похоже на сушильную машину, это вот, значит, бесплатная модель в этой программе, да, здесь машина на машине стоит, но я, честно говоря, вижу немножко другой вариант. Стиральная машина у нас встроена уже есть в кухне, поэтому нам нужно поставить куда-то именно сушилку. Но сушилку хорошо бы поставить в какой-то шкаф-пенал. Я видела такое в магазине вживую. То есть внизу стоит сушилка, она, по-моему, как-то закрывается даже дверцами, и остальная продолжительность шкафа, да, шкаф, значит, в высоту тоже функциональный, тоже с дверцами, и, в общем-то, это довольно неплохо выглядит, лучше, чем просто стоящая сушилка или стиралка вот так в коридоре. Ну, это, конечно, если там с точки зрения коммуникаций получится ее подключить. Вот, поэтому в связи с тем, что это место очень удобное для шкафа, занимает у нас стиралка, сюда вмещается только какое-то очень маленькое сидячее место и небольшое количество вешалок. Да, может показаться, что я только и делаю, что ругаю эту квартиру, и зачем мы ее тогда покупали, но на самом деле нет, у нее есть плюсы огромные, их очень много, и мы все равно очень довольны, что мы ее купили. Ну, просто вот я хотела поделиться опытом, который я сейчас вот прохожу. Я расставляю мебель, я придумываю, как это все может выглядеть, да, я продумываю ремонт. Ремонт я продумываю с чатом GPT, об этом, наверное, в следующих видео расскажу. Ну и, значит, здесь мы видим также еще один угол слева, абсолютно очень маленький. Сюда, конечно, никакой угловой шкафчик не приделать, только если какие-то полки, возможно, открытые даже, потому что ну, места совсем немного, да и, собственно, даже на них ничего не особо не поставишь. И есть, конечно, два угла, между которыми вот эта вот колонна находится. Угол ближе к двери занимать, наверное, не стоит, а угол ближе к двери, может быть, даже и стоит занять. И еще есть, конечно, вот пришел, есть стена рядом с дверью, вот эта, но на ней расположен зачем-то, почему-то именно на нее подключили домофон. Как по мне, его лучше бы подключили, конечно, вот здесь вот слева, да, то есть слева от двери, да, справа при входе, но нет, он находится вот на этой более длинной стене, поэтому на эту стену тоже никакие крючки не повесишь и ничего, значит, на нее закрепить не получится. Здесь уже домофон. Вот, пойдемте в ванную. И когда мы заходим в ванную, мы видим очень узкое пространство. Как я и говорила, вот здесь у нас там сейчас раковина, которую нужно будет заменять. Есть ванная, которую заменять мы не будем. И унитаз примерно в этом же месте и стоит. Сложность, конечно же, в ширине. Плюс в том, что там еще нет вот этого полотенца-сушителя. Радиатор под окном, и он вот именно так смещен немного странно, да, в левую сторону, то есть под ним трубы, рядом с ним трубы тоже от этого радиатора, и поэтому сюда даже тоже не поставишь никакой шкафчик, кроме как вот подвесные, опять-таки, такие угловые. Справа угловой шкафчик я поставила в этой программе очень зря, потому что на самом деле там лючок на этом месте, люк для вот этих счетчиков, то есть он должен быть в доступе, поэтому над унитазом может быть только какая-то полка висячая, не знаю, тоже закрывающаяся, какой-то шкафчик. Здесь, возможно, полки для шампуней такого вида углового, опять-таки. То есть вот примерно вот таким образом выглядит эта ванна вживую.
Немножко другая сантехника, да, ну, в общем, суть такая, здесь что-то повесить в плане хранения можно только над унитазом самим и слева в углу. Причем, ну, мне, честно говоря, немножко удивительно, как можно было, почему вообще так спроектировано, почему так мало места выделено на ванную вот, и у коридора вот эти перегородки, да, вот, хотя они тонкие, да, это 10 сантиметров перегородка, можно было бы их расширить, можно было бы в пользу коридора и ванной выложить вот эту стену немножечко на метр вправо, даже не на метр, а на 60 примерно сантиметров за счет гостиной. Ну, ладно, в общем, мы не будем, конечно, ломать стены, попробуем работать с тем, что есть. Примерно так выглядит хранение, которое можно организовать. Ну, я так это вижу. И еще придется вешать полотенцесушитель. Там сейчас нет никакого, и мы думаем вешать электрический, видимо. И давайте пройдем в комнату-гостиную. В гостиной что должно быть учтено? Обязательно должно быть рабочее место мое, потому что у меня компьютеры, у моего мужа тоже компьютеры. Ну, насчет размещения 2 рабочих мест я очень сомневаюсь. Если удастся разместить хотя бы одно, то будет уже хорошо. Помимо этого, нужен какой-то стол для приема гостей, что-то такое обеденного плана. Я надеюсь, что мы сможем подобрать складной стол, который достаточно компактно складывается и легко раскладывается в случае, если к нам кто-то приходит, и мы там, допустим, отмечаем праздники. Я люблю зонирование, поэтому вот здесь я попыталась представить вот это зонирование, да, как бы отделить свое рабочее место книжным шкафом, да, или какой-то перегородкой от гостиной зоны, где диван и какое-то подобие уюта. Ну, растения, картина. Достаточно неплохой метраж все-таки у этой комнаты, поэтому здесь можно даже сделать 2 вот такие функциональные зоны точно помещаются. Но насчет третьей, вот насчет этого обеденного стола, конечно, я немножечко еще не додумала, как здесь все может быть. Помимо вот этого плана я решила разгуляться и наделать еще других планов, других вариантов этой комнаты. Значит, мой следующий план. Мы берем диван и разворачиваем его вдоль стены. По такому более привычному пути можно пойти, и тогда здесь помещается оба рабочих места. То есть вот мы смотрим от двери, мое рабочее место остается у окна, потому что я постоянно работаю из дома, а мой муж, скорее всего, он тоже будет на каком-то гибридном графике, когда мы переедем. У него тоже компьютер, поэтому ему тоже обязательно нужно какое-то рабочее место, но вопрос в том, где оно будет стоять. Вот, в принципе, при такой раскладке мебели встает хорошо оба рабочих места. Одно слева, одно справа. И остается место вот под стол. Да, это не самый удачный, конечно, стол. Я бы хотела закругленный, какой-то овальный или с более закругленными краями. И еще как-то оформить ему вот здесь вот этот угол, тоже какой-то уют продумать. Следующий вариант еще есть вот такой. Опять же, дверь у нас сверху, слева сверху. И здесь немножко иначе тоже, с 2 рабочими местами. Но чем мне меньше нравится вот этот вариант соседний? Тем, что когда мы входим в дверь, у нас траектория движения более изогнутая. То есть мы должны сначала пройти как бы чуть центрее, и только потом мы поворачиваемся, чтобы обойти этот диван, да, чтобы его обогнуть. Вот мне не очень нравится, что здесь получается как бы угол вот этого дивана, который нужно обойти. Вот. Ну и в целом, значит, здесь немножко по-другому вот расположен шкаф. Допустим, можно побольше шкаф сюда впихнуть. И есть еще один вариант. Он очень похож на самый первый вариант, но здесь добавлен, да, стол немножко другой. И здесь добавлено второе рабочее место, которое, конечно же, некоторым образом мешает. То есть, если, в принципе, если мы представляем, что вот мы сидим на этом диване и смотрим в этот телевизор, ну, конечно, не очень хорошо, что здесь виден вот этот стол, второй рабочий. Но в условиях ограниченного такого пространства хочется что-то все-таки как-то, в общем, пофантазировать. И вот моя крайняя фантазия на тему организации и хоум-офиса, и гостиной
Ну, это, конечно, не очень такой вариант. Оба рабочих места, во-первых, очень близко друг к другу находятся стулья. Это неудобно, не эргономично, когда такое маленькое пространство для каждого. Если мы одновременно сидим за столами, мы просто банально будем стукаться спинами, вот этими креслами. Это не очень комфортно. Но зато здесь вот можно, например, поставить у окна диван, что лично мне не очень нравится. Мне бы хотелось у окна стол, а диван как раз в более таком уютном месте с другой стороны, да, то есть он как раз зонировано пространство, и диван находится за стеллажом, да, допустим, или за какой-то перегородкой. Так, это все вариации на тему гостиной. Еще у нас есть спальня, в которой тоже особо много чего не придумаешь. Она точно также имеет очень небольшой размер, 14,67. Кровать, конечно же, двуспальная, и, конечно же, нам нужен шкаф, да, гардероб, и поэтому, когда открывается дверь, мы сюда входим, мы попадаем как бы сразу немножечко в гардероб. Не очень это комфортно, но что делать? Нужно хранение в любом случае. Ну, хоть в каком-то виде шкаф в спальне, видимо, придется все равно ставить. И здесь есть тоже что-то типа рабочего места. Я не уверена, что если мебель будет вот в таком же размере, что вот здесь будет удобно проходить, скорее нет. Есть другой вариант. Можно, например, шкаф взять поменьше. Это какой-то стандартный тоже из этого банка шкафов в бесплатном приложении. Можно взять шкаф, допустим, на треть меньше и воспользоваться шкафом в гостиной, да, если он сюда поместится. Если я найду такой шкаф, который сюда вот поместится, потому что здесь тоже маловато, конечно, места под адекватную глубину шкафа. Приходится довольствоваться, значит, тем, что есть. У меня еще есть мысль в этот коридор добавить обувницу вместо углового стеллажа. Как это примерно может выглядеть? Вот такого вида предмет мебели. Она поворотная, то есть у нее с одной стороны зеркало, с другой стороны, собственно, хранение вот каких-то небольших предметов или обуви. И она крепится к стене. И она крепится таким образом, что она может повернуться там в определенную, то есть у нее определенный объем движения есть. Это выглядит примерно вот так, то есть она как раз узкая. Что еще нужно? Она вот крепится к стене, поворачивается. Такое же, только прям конкретно для обуви. Вот это тоже для ванны. Блин, а где у меня для обуви-то? Вот. Вот. Здесь прям отлично помещаю. Мне прям очень нравится. Ой, я когда увидела это зеркало, я просто заобожала его сразу. Мне кажется, этот вариант может нас спасти. Потому что, конечно, в коридоре с такой конфигурацией, с таким большим количеством вот этих ступенек, речь идет, конечно, о микропланировании, потому что нужно иметь достаточный объем мест для хранения, и нужно иметь зеркало, и нужно иметь какое-то пространство вообще для того, чтобы там развернуться, да, нужно иметь какую-то сидушку, на которую можно сесть. Сидушку я выбрала тоже, ну, примерно, да, тоже с возможностью хранения. Это такая лавочка, которая... Это у меня варианты стен. Про обувницу и сидушку, вот, например, вот такой вариант мне понравилось, да, это всего лишь Тему, она там стоит где-то 40 с чем-то евро. Мне очень нравится вот такого плана мебель. У нее здесь есть и нижний участок хранения для каких-то тоже тапочек небольших, вот что-то маленькое, да, сюда поместится. Или можно вытащить, наверное, вот эту срединную полочку и поместить какие-то покрупнее ботинки. Ну, это как бы, да, не глубокая, небольшая, но лучше, чем ничего. И у нее есть еще сверху вот такой сундучок. Это просто прелесть. Я обалдею. Здесь как раз можно хранить уход для обуви. Ой, потрясающе. 40 евро. Ну, конечно, неизвестно, в каком она будет состоянии, когда придет. Люди тут разные, вон присылают, значит, фото, отзывы, как они получили, в каком состоянии она приехала. Где-то есть с потертостями, с какими-то шероховатостями, кому-то мало места совсем. Вот. Но вот, например, неплохой вариант. Тоже человеку подошло и выглядит довольно неплохо. Да, я люблю, конечно, хранение, когда хранение совмещено с хранением. Есть какие-то вот такие причудливые варианты. Это тоже для коридора
то есть шкаф, и в нем же рядом, это, видимо, что-то типа обувницы, наверное, обувь можно хранить. Шкафчик открывается, совмещен с зеркалом. В общем, в целом тоже неплохо, хотя 350 евро как будто дороговато, хочется всегда подешевле. И я не показала еще кухню. Кухня — это наименее сложное, наверное, пространство, потому что в кухне все достаточно однозначно. Уже сейчас там есть кухонный гарнитур, он выглядит вот так вот примерно. И он зеленого цвета, и то есть от нее уже можно отталкиваться вот от этой кухни. Микроволновки, конечно, нет, это я думала о том, как ее теоретически можно разместить. И да, радиатор, батарея находится очень неудобно, вот здесь вот за дверью. Если мы посмотрим план кухни, на плане кухни ее, конечно, нет, но я надеюсь, что я смогу подобрать какой-то стеллаж, который будет вот сверху над батареей, или просто полки, да, и полки, и вот на полке, допустим, можно тоже микроволновку. Здесь же холодильник встает, в принципе, неплохо, но так как, опять же, есть черный квадрат вот на этой кухне, который отжирает пространство, это какая-то колонна просто встроенная. Очень жаль, да, придется довольствоваться чем есть. И вот, например, я ставлю стол, если вдоль стены, и просто там к нему 2 или 4 стула. Но мой любимый вариант, конечно, другой. Я сейчас покажу. Это, значит, может быть здесь люстра сбоку. Она сбоку хорошо встает над столом. Есть подсветка вот здесь вдоль рабочей поверхности, встроенная в кухонный гарнитур. И в целом это неплохо, когда есть два варианта освещения, да, два режима. То есть один вариант у нас, когда мы включаем теплую подсветку на рабочей зоне. И вот режем здесь свои салатики и готовим на плите и так далее. И второй вариант освещения у нас, когда мы включаем верхний свет, и он загорается над столом. Их можно, соответственно, включать вместе, можно раздельно. Но мой любимый, более предпочтительный вариант кухни выглядит немножко по-другому. Ну, здесь, опять же, не обращаем внимания особо на дизайн и на цвета, просто накидала те предметы мебели, которые были в программе. Мне больше нравится вариант в условиях очень маленького такого пространства, в которое, ну, здесь даже пройти сложновато. Ставить стол, во-первых, с закругленными углами, во-вторых, на ножке посередине, то есть без 4 ног, да, не 4 ноги, которые нужно обходить, да, еще чтобы сесть, значит, за него, а с какой-то вот такой опорой по центру. И вариант со скамейкой. Скамейки — это просто прелесть. Я обожаю вот эти скамейки. Здесь она неудачно выглядит, да, просто как лавка. Но на самом деле есть очень классные скамейки. Я их даже видела на Озоне. Вот здесь у них есть вот есть банкетка, например, которая открывается. Есть вот какие-то вот такие варианты, но больше всего мне нравится банкетка со спинкой и с хранением. То есть мы открываем ящик и здесь храним что-то, все что угодно. Когда у вас такое маленькое пространство, иметь дополнительное место хранения в банкетке. Но банкетка, она же все равно там стоит, да, ну то есть вот она все равно стоит. Почему бы ее не поэксплуатировать тоже и не положить туда какой-то свой картофель, моркофель и красный лук? Я надеюсь, что я смогу какой-то такой вариант найти. Вон, слона можно посадить. Я надеюсь, конечно, что я смогу найти что-то подобное и на сайтах мебельных магазинов у себя здесь. Ну, было бы, конечно, вот это прям оптимальный вариант. Очень мне это нравится. Я нахожу гораздо более удобным, когда вы можете зайти и сквозь вот этот вот легенький стол просочиться просто на банкетку, вот так вот сесть и здесь, значит, кушать. В обычной жизни мы просто живем с мужем вдвоем, и мы сможем сидеть вот на этой банкетке. А когда к нам приходят гости, например, достаются складные стулья, да, это вот, конечно, не складные варианты, но складные, причем деревянные, тоже есть в продаже. Это все можно найти. Если у меня не получится здесь купить такую банкетку с изголовьем, ну, значит, придется фантазировать, как сделать изголовье из подручных средств, да, это будут какие-то, видимо, тоже решетки, как это называется, как у меня в гостиной, вот здесь такие декоративные панели из реек, то есть можно вот такие взять, их я видела в мебельных магазинах, их просто можно взять, примонтировать к стене,
покрасить или даже не красить, и это будет уже более комфортно, чем просто спиной облокачиваться на холодную стену, которая к тому же будет покрашена. Я планирую покрасить стены во всех помещениях, потому что сейчас там все белое, и у меня очень не очень у меня ассоциации с этими белыми стенами, потому что в Германии в арендованных квартирах стены белые мы сейчас арендуем, и мы живем вот в точно такой же стерильной белой обстановке. Вы можете, конечно, покрасить эти стены на то время, пока вы живете в арендованной квартире, но при выезде вы должны все вернуть к тому состоянию, которое было до, а, соответственно, красить стены обратно белым. Поэтому мало кто заморачивается, честно говоря, с этой покраской стен в арендованном жилье. Но мы въезжаем в свое в этом году, да, вот это та квартира, о которой идет речь, поэтому я планирую покрасить стены. Не планируем мы менять вот этот ламинат или что это какая-то, в общем, доска серая. Она довольно неплохо выглядит. Плинтус в целом тоже адекватный. Деревянные подоконники. Я такого, наверное, не видела вообще никогда. В Москве, когда я жила, тоже никогда мне не попадались деревянные подоконники. Вот, собственно, кухонный гарнитур тоже с таким деревянным рабочим местом. И это я подвожу к тому, что я взаимодействовала с чатом GPT в вопросах выбора планировки и выбора каких-то ремонтных решений. И в следующем видео расскажу, какие успехи у меня на этом поприще. Потому что, конечно, с нейросетями, с одной стороны, очень здорово, что они есть, да, вот, то есть можно посмотреть более наглядно, да, какие-то варианты цветовых решений. Но в то же время есть определенные проблемы во взаимодействии с этими инструментами. Поэтому, если вам приглянулась какая-то идея, то поставьте лайк. Если есть что сказать, напишите комментарий. И в следующих видео покажу результаты моих мучений с чатом GPT, как это все происходит в попытках визуализировать помещение через нейросети. Покажу видео из самой квартиры, которая сейчас пустая стоит и нас ждет. И чтобы не пропустить, подпишитесь на канал и поставьте уведомительный колокольчик. Я буду вас ждать в следующем видео.